Всем привет! Сегодня 4 февраля 2023 год. Все продолжается. И уже официально осталось, собственно, 20 дней. А по дням тогда же уже почти год прошел, потому что их в месяцах немножко больше. Но 24-го уже будет год, как длится геноцидно-террористическая агрессия со стороны Российской Федерации во главе с бандитом Путиным, Белоруссию во главе с умалишенным, с двумя справками агентом КГБ по кличке Валет, завербованным еще в далекие советские времена, когда он был председателем, директором совхоза. Естественно, иранскими так называемыми аятоллами, это бандитский режим тоже тех же агентов КГБ. Ну и Северная Корея, это чистый порождение такой, Франкенштейн, который вырастили те же Сталин, Мао Цзэдун и прочая коммунистическая бандитская шушера. Ну и Китай, конечно, который совершает, я вам дал в предыдущем видео анализ, что он по сути начал военную атаку, агрессию этими аэростатами против Соединенных Штатов. И Байден оказался, руководство Демпартии, его правительство совершенно к этому не готово. Но единственное, что уже Блинкен в Китай не летит, этот, который Госдеп возглавляет. Это очень серьезно. Потому что таким образом уже никакого взаимопонимания между Китаем и США не будет, а отношения будут все более ухудшаться, и они по сути переходят уже в состояние такой почти гибридной войны. По многим направлениям будут, видимо, сейчас новые санкции против коммунистического Китая введены. И это очень важно и серьезно. То есть Китай надо давить, давить. Никакого не должно быть одного пояса, одного пути и прочее. Потому что это вражеская сублимация. Натуральная вражеская сублимация, которая выступает против Украины. Просто они более хитрые. Хитрые, коварные. Они всегда личину одевают. Но это известно. У них другой же модели нет поведения. Кстати, когда шла агрессия, захват Руси, ну и в истории его что-то Киевской называют ее, а Русь-то одна была, не было Киевской, там еще какая-то, просто была Русь, то в каждом вот этом так называемом походе Чингисхана там были, соответственно, ну Бату этот вел же, да, там были, соответственно, везде китайские советники, и, собственно, вся армия была китайской военной машиной и создана. Поэтому тут все повторяется, все повторяется. Смотрите, что дальше получается. Ну и Чингисхан же, по сути, это же выкормыш именно Китая. Он же там был в плену, его поймали как этого какого-то там байстрюка возле каких-то монгольских типа палаток. Он там находился, как его отдали, там, как часть добычи. Так что тут же никакого Чингисхана не было. Был Тимурчин. Просто такой, волчонок такой, который вырос в такого колоссально кровавого тирана, своеобразного антихриста той эпохи. Поэтому все одно и то же. Все одно и то же. Нет ничего нового под луной. Так вот, что получается, смотрите, произошла это, то есть Соединенные Штаты серьезно сейчас будут заниматься отражением китайской военной угрозы и этой, по сути, уже агрессии. Естественно, к Украине внимание снизится, и поставки оружия тоже, но обещают. Обещают, что вот в этом пакете, который больше 2 миллиардов, там может даже 2,2, может даже 2,5 миллиарда долларов, там есть вот эти так называемые управляемые реактивные бомбы там и так далее. И они летят на расстояние, их, надо вроде не стыкуются они с Хаммерсами и другими, а может стыкуются, разная информация. Но они летят, самое главное, на расстояние 150 километров. Уже этот алкаш, любитель белочек Дима Медведев выступил, что тогда, мол, если будут нанесены эти удары, дадут эти бомбы-ракеты, нанесет Украина ими удар по Крыму, по другим, он говорит, это части Российской Федерации, то Россия ответит в полный рост.
Ну, причем тут Россия к алкашу Медведеву, вот этот большой вопрос, конечно, который просто не может даже уследить за своими причиндалами, это, конечно, очень интересно. Который не может себя контролировать, даже когда он видит бутылку, он рассуждает про какие-то там российские вопросы. Просто алкаш, его лечить надо. Говорит, белый-белый, совсем белый. Говорит, вы его подлечите, пожалуйста. Но, тем не менее, вот сегодня реальная действительность, что вот такие экземпляры, они находятся во главе недораспавшейся Московии. И посмотрим, возьмем несколько событий. Итак, первое событие – это ЕС, Украина. В Киеве состоялось это заседание, была вся верхушка, все комиссары Евросоюза, были руководство вместе с Урсулой фон дер Ляйен, там Боррель был, и этот еще там, ну, в общем, все они там были. И не добился Зеленский, чтобы они же сказали, сколько лет надо, чтобы Украину уже принимаем в члены. Не сказали, что в члены, но сказали, денег дадим, чтобы вы и дальше типа воевали. А денег надо все время больше, потому как фактически бюджет пустой. Сейчас будут принимать закон про усиление налогового бремени. Уже малый бизнес и так почти остановился, потому что с этими, как им называются, говорит, генераторы бывают двух типов. Генераторы и дегенераторы. Вот с этими типами устройств очень тяжело, они жрут много бензина, много денег, много всего, удорожается вся продукция, поэтому сейчас значительная часть бизнеса, особенно в связи с тем, что начнутся опять налоговые варварские проверки, плюс увеличат налоги, они просто в 2 раза, они просто остановятся, они будут. А кто останется, полностью уйдет в тень. А ситуация в финансовой сфере, экономическая, очень тяжелая. И за январь куплено было долларов, свободно конвертируемой валюты, больше, чем продало население. Где-то почти на 600 миллионов долларов. Если добавить к этому декабрьскую, где была разница в пользу тех, которые купили, они продали больше 400, то где-то за 2 месяца уже вышло, по сути, $1 миллиард. То есть золотовалютные запасы продолжают у Нацбанка таять. Ну, плюс значительная их часть это просто взятые деньги, как разные субвенции, кредиты, займы у других государств, которые их дали. К чему подходит положение, я вам объяснял ситуацию с бюджетом. Это то, что практически денег на формирование расходных частей бюджета уже почти не остается. И реально надо получать от Запада, чтобы Украина могла вести вот эту войну против агрессора, надо порядка где-то 6 миллиардов евро в месяц. Может ли Запад это давать? Сейчас уговаривают, чтобы МВФ выделил Украине 14-16 миллиардов. И тогда, если, например, там осталось 15 миллиардов, которые должен дать Европейский Союз по самому главному пакету, остается еще 11 месяцев, 15 миллиардов, это где-то 11, и 4 остается. Ну, где-то так по 1,5 миллиарда в рамках нынешних они там добавить могут, чтобы было по 1,5 миллиарда, а надо 6. Тогда возникает вопрос, ну, Штаты обещали тоже 1,5 давать, но будет 3. Но даже если МВФ уговорят, и он согласится, то все равно это тоже 1,5. Но будет 4,5. А где еще брать 1,5 миллиарда? Заимствовать? Ну, а как их заимствовать еще? То есть, фактически, денег как таковых в середине страны уже не создается. И не будет. И не будет. Потому что огромный объем мужчин идет на фронт. Ясно, что они уже ничем не занимаются. Те, которые еще есть, они теперь прячутся, чтобы их не забрали на фронт, как пушечное мясо. Зеленский там их с Ермаком и подаляками не использовал, и Залужными, и Шапталами, да. А власть хочет продлить военное положение, но если вы его хотите продлить, так тогда пусть депутаты и все члены правительства идут на фронт и периодически меняются. То есть ситуация стала критической, и она будет ухудшаться. Вот такой я бы вам дал прогноз. Мы подходим к критическому положению, когда фактически государство уже полностью нефункционально,
когда Зеленский хочет это усилить, и Путин на этом фоне, понимая, что сейчас дадут снаряды там, и прочие танки, что ему надо бить по Украине. И у него мало времени остается, в общем-то, вот это окно у него сегодня есть, это 4, где-то 20 февраля. То есть вот в эти 2 недели он должен нанести удар. Все показывает, что он к этому готовится, и удар будет, и они уже как бы опробировали его возможности, видимо, разрабатываются последние штрихи в этой стратегической модели, которую используют. Ну и надо ожидать, готовьтесь, украинцы, к этому удару. Не сидите в этих городах, лучше выезжайте куда хотите, но тогда живыми останетесь. Всего доброго, до новых встреч.